В этом видео я покажу, как связать подушку и одеялко в эту люлечку. И все, это будет заключительная часть по вязанию люльки. Так что, надеюсь, вам данный мастер-класс понравился. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Сейчас свяжем подушечку. Я только хочу связать подушечку на один ряд, наверное, подлиннее. Тоже, смотрите, подушку я буду вязать белым цветом, но тот моток уже закончился, поэтому это дополнительно еще нужно. Расход на вот такую вот игрушку довольно большой. Подушку я тоже буду вязать 6 крючком. Вот эта подушка у меня, кстати, 5 связана, я посмотрела, но я сейчас буду вязать 6. Хочу, чтобы она немножко побольше была. Так, делаю точно так же вот петелечку и набираю 13 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Теперь со второй петли от крючка провязываем 11 полустолбиков с накидом. Я вязала полустолбиками с накидом. В первую не вяжу, вяжу со второй петли от крючка. Ага, полустолбиками с накидом, это значит сначала делаю накид, теперь вот в первую не вяжу, со второй петли провязываю вот эти 3 петельки за один раз. Я здесь сразу поставлю ту петельку, которую мы пропустили, поставлю маркер. Дальше вяжем полустолбик с накидом, это 2, дальше 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одна петелька должна остаться до конца ряда. В эту петельку мы провяжем 3 полустолбика в одну петельку, полустолбика с накидом. Вот накид сделали, вяжем 1 полустолбик с накидом, сюда же вяжем 2 полустолбик с накидом и сюда же вяжем 3 полустолбик с накидом. Разворачиваемся, и по вот этой вот части нам нужно провязать 11 полустолбиков с накидом, доходя до вот этого маркера. Делаем накид, петелечку не пропускайте, вот нам четко нужно зайти в следующую петельку. Вот сюда мы делали 3 полустолбика с накидом, прям крючком чувствуете, в следующую петельку зашли. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. Вот дошли до маркера. И вот в эту петельку, где маркер, мы тоже провязываем 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3. Вот такая красота должна получиться. А дальше все просто. Это у нас первый ряд считается. И вот со 2 по 6 ряд включительно, то есть 5 рядов, 2, 3, 4, 5 и 6, мы провязываем. Так вот, мне просто позвонили и видео прервалось. Со 2 по 6 ряд включительно 5 рядов провязываем по 28 полустолбиков с накидом в каждом ряду. У нас вот здесь вот 28 петелек. По 28 полустолбиков с накидом в каждом ряду провязываем 5 рядов. И потом покажу, как закрыть подушечку. Смотрите, вот я провязала вот эти вот со 2 по 6 ряд. И вот здесь по этой половинке, видите, они у меня как
ну так вязко идет, что здесь больше как будто провязано, здесь меньше. Вот здесь вообще закончился ряд. И я просто по этой половинке еще несколько столбиков провяжу, может до сюда, чтобы сравнять. И все, и потом закрывать будем. Тут вот провяжу еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну-ка. Видите, оно тогда ровненько получается. 8. Ну, еще провяжу сейчас. 9, 10, 11, да? 11 уже лишнее. Короче, 10 у меня будет провязанных, еще плюс столбиков. Можно даже 9. 9, 10, в общем, где-то так. Сейчас 10 все-таки свяжу. Так, и все. Вытягиваю я эту ниточку. У меня просто осталось ее немного. А вообще вы обрежьте себе, потому что так будет неудобно прошивать. Обрежьте себе. Я, наверное, сейчас тут попротягиваю ее еще, чтобы выйти на край. Поняли? Сейчас протяну, чтобы выйти на край, и потом прошью. Угу. Так. Даже если эти 10 столбиков, полустолбиков не провязывать, то все равно нормально будет по итогу. Все равно видно, ничего не будет. Единственное, что я вам сказала, забыла сказать, что я сюда тоже наполнитель добавляю. В матрасик нет, а сюда добавляю. В общем, что я делаю? Я выхожу просто вот сюда, в край, 2 половинки вместе, и ничего сложного. Захожу полностью в эту часть и в эту часть. И вот тут сверху, вот так вот я беру сверху и прошиваю ниточку сюда, перекидываю, зашла в 2 части, прошила. Снова зашла в 2 части, ниточку перекинула, протянула. И потом, когда дойду уже до конца, то... Так, что у меня здесь? Это вот эта же часть. Когда дойду до конца, добавлю наполнитель. Угу. Вот так вот, видите, и тогда красиво получается вот это вот соединение. Все, в общем, доделываем это до конца, немножко оставляем, добавляем наполнитель какой-то, и подушка будет готова. Вот такая вот подушечка получилась. Это 6-м крючком связано, здесь вот то же самое 5-м. Вот это мне больше нравится, она сюда даже больше подходит. Видите, какая красота. И сейчас свяжу, покажу еще, как вязать вот такое вот одеялко. Вот такое одеялко, видите? Я просто хочу белую пряжу использовать, сделать белый пледик сюда. Такая красота будет. Как я уже говорила, одеялко я буду делать из Alize Puffy. Эта пряжа уже с готовыми петельками. Я думаю, что все из вас о ней знают. Для такого вот одеялка, именно в эту люлечку, возьмем 14 петель. Вот у нас есть готовые петельки. И отсчитываем 14 петель. Прям с первой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 петелек взяли. Будем вязать узором плетенка.
берем эти две последние петли, 14 и 13, скрещиваем их, вот 14 сверху 13, скрестили, вот так вот их взяли. И с нашей рабочей нитки, которая идет туда дальше, мы берем петельку следующую, пропускаем, получается, в 13 петлю и следующую петельку в эту вот 14. Две петельки провязали. Теперь берем следующие две петельки, снова их скрещиваем вот таким вот образом. Вот эту петельку на эту скрестили. И здесь главное не пропускать петельки. Следующую берем, в эту протянули и эту в эту. Легче это делать, чтобы не запутаться, прям положить на стол. Кладем прямо на стол. Вот так располагаем, и тогда хорошенько нам видно петельки. Вот берем следующие наши петельки, скрестили и с рабочей ниточки одну петельку в другую вставили сюда, эту сюда. И так вот до конца мы их будем провязывать. До конца этого ряда. В следующем ряду по-другому немножко. Вот эти скрестили, провязали. Немножко камеру опустила, чтобы ближе было и лучше видно. Вот, взяли следующую петельку, протянули и протянули. И остается две петельки, тоже их скрещиваем. И берем одну петельку, протягиваем и следующую тоже. Вот эту петельку, последнюю, что мы протянули, держим пальцем. Теперь берем нашу рабочую нить, располагаем ее вот так вот, петелечки разворачиваем все, чтобы они у нас хорошо лежали и были видны. Эту петельку мы не провязываем, она у нас просто вот здесь будет находиться. Мы берем две следующие петли и скрещиваем уже не так, как мы в прошлом ряду шли, а наоборот. Эту наверх, эту наверх, и берем с этой ниточки тоже все петельки одна за другой, протягиваем и так и будем вязать. Снова две петельки у нас вот таким вот образом скрещиваем и протягиваем петельки с рабочей нитью. Скрестили в эту сторону, протянули. Снова скрестили, протянули. Скрестили, протянули. Здесь вот петелечки лучше сразу разворачивать, чтобы они были хорошо видны. Здесь у нас остаются эти не провязанные. Мы их провязываем. И остается одна петелька до конца ряда. Мы ее будем провязывать с этой. Но уже, это как начинается следующий ряд, уже снова будем скрещивать в эту сторону. Вот так, вот так. Я еще оставлю вот здесь вот в подсказках сейчас. Появится видео по вот такому вот пледу. Там я, может, немножко лучше объясняю. Там я большой плед вязала для новорожденных. 80 на 80, по-моему, сантиметров. Вот таким же узором. Поэтому, кому здесь будет непонятно, сходите еще в то видео, посмотрите. И еще, если кто-то подсказку не увидит, то я оставлю в описании под видео ссылочку на этот мастер-класс по пледу. Просто здесь мы вяжем меньшего размера. Там мы брали в начале, вы увидите, я рассказываю, 50 петель, а здесь мы взяли 14, а так все один в один. В общем, в одну сторону мы вяжем, скрещивая вот так вот петельки, а в другую сторону будем идти наоборот, будем скрещивать. И так вот и провяжем плед нужной нам высоты, длины точнее. Так, как вам нравится в люлечке, чтобы оно смотрелось, будете мерять
Сейчас, в общем, я довяжу столько, сколько мне нужно, и покажу, как заканчивать вязание. Опять же, вот в конце пришли, последнюю петельку провязали, я ее придерживаю пальчиком, рабочую нить располагаю здесь вот сверху, расправляю хорошенько и буду вязать дальше. Вот это вот у меня последняя петелька, я ее не вяжу. Скрещиваю эти две петельки и все, пошли вязать. Легко и просто. Я провязала вот такое вот одеялко. Не считала, сколько здесь рядов, я просто на глаз вяжу, приложила, потом понравилось, не понравилось. В общем, как мы закрываем петли. Вот здесь вот я закончила с этой стороны, а с этой стороны будем закрывать. Берем последнюю петельку и предпоследнюю, и один в один я прям вот так вот захожу и хватаю, протягиваю петельку. Снова вот эту петельку нужно протянуть в эту петельку. И вот так вот все петельки попротягиваем, закрываем наш ряд. Видите, как получается? Тут такая вот косичка. Одну в одну. Взяли, протянули. Так, это была у нас уже последняя. Сейчас я тут ее, ладно, сейчас протяну. Здесь хвостик обрежу. Разрежу петельку просто здесь внутри и отрежу кончик. Вот, разрезала, вот такой вот краешек у нас получился, а этот хвостик я просто попротягиваю через вот эти вот петелечки и прихвачу еще обычной иголочкой с ниткой. То есть вот такое вот одеялко получается. Я его еще беру, вот так вот кладу, вот таким вот образом в люлечку, сейчас покажу. Так вот беру. И вот такая вот красота получается. Все, на этом мастер-класс закончился. Полностью вам показала, как вязать и люлечку, и пледик, и одеялко, и матрасик. Надеюсь, вам он понравился, этот мастер-класс. Надеюсь, у вас люлечки получатся точно такие же вот красивенькие, как у меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну и, конечно же, пишите в комментариях что-то хорошее. Всего вам хорошего.